Знаете, наш мир настолько гармоничен в своем проявлении, что есть черное и белое, океаны и пустыни, добро и зло, а также ангелы и демоны. Что вы слышали о темных существах? Они проявляются в рядовых ситуациях или же в очень особенных случаях, способны навредить и поглощать энергию или томно наблюдать. Сегодня мы познакомим вас с историей Аннелизы Михель. Будьте готовы почувствовать весь ужас, который испытывала за всю свою жизнь эта девушка. Полное имя девушки Анна Элизабет Михель. Родилась в 1952 году в Западной Германии. Девушка воспиталась в строгости и была предана католической вере. Михель посещала мессу 2 раза в неделю, пела в церковном хоре и, как отмечается, пока другие дети ее возраста бунтовали против власти и экспериментировали с сексом, она, пытаясь искупить грехи наркоманов и сбившихся с пути истинного священников, спала на голом полу в середине зимы. События, о которых пойдет речь, стали предметом внимания в 1976 году. Общественность пристально следила за судебным процессом над 2 католическими священниками, которые обвинялись в смерти молодой женщины. Любите ужасы? Так вот, они есть наяву, поскольку фильм «6 демонов Эмили Роуз» снят в точности по мотивам жизни Анны. Девушка страдала нервными заболеваниями с подросткового возраста, и, в отличие от других детишек, ей постоянно приходилось разбираться с тем, что происходит у нее в голове. 1968 год – это последний год, который девушка смогла провести в полном покое духа и тела. В один страшный день ее жизнь перевернулась с ног на голову, и воцарился ужас в ее сознании и в подсознании в частности. Когда ей было 16 лет, ей стало плохо во время занятий. Как рассказывали ее друзья, казалось, что несколько минут девочка находилась в трансе. В ту ночь у нее случился приступ, во время которого она проснулась вся мокрая, с невыносимым чувством тяжести в груди. После тяжелой ночи девушка была такой измотанной, что не нашла в себе сил пойти на занятия в школу. Прошел год. Аннелиза вновь пробудилась из-за того, что дышать почти невозможно. Тело сковывает и хочется кричать. Руки не двигаются. Через некоторое время у нее случился 3-й приступ, после которого, как утверждает сама девушка, она начала видеть лица и слышать какие-то звуки. Тогда врачи отвезли ее в госпиталь, где ей поставили диагноз эпилепсия. Девочку лечили противоэпилептическими препаратами, но никакого результата они не дали. Вдобавок был обнаружен туберкулез и плеврит. Но есть одно маленькое «но». Самой девушке на ушко тайно нашептывал жуткий и устрашающий голос, который говорил: «Твой диагноз неверный». Ужас, который она испытывала в это мгновение, нельзя описать простыми словами. Ей пришлось прибегнуть к молитве, во время которой ей стали мерещиться непонятные страшные фигуры, которые очень отчетливо были похожи на демонов и бесов. А шепот голосов не прекращался. Аннелиза не стала делиться такими впечатлениями ни с кем и приняла для себя решение, что это испытание от Бога. Спустя 2 года подобных испытаний девушка посчитала, что она стала одержима и решила обратиться к своему психиатру. Скорее всего, это была глубокая ошибка, поскольку врач постановил диагноз шизофрения и прописал ей антипсихотические препараты. Учитывая наличие всех проблем у Анны со здоровьем, она проявила себя настоящим воином и смогла окончить школу, а также поступить в колледж по профессии учитель. 1973 год – это год, когда голова девушки погрязла в галлюцинациях. Она будто чувствовала внутри себя дьявола. Она была не в себе и порой могла разорвать на себе одежду, употреблять в пищу пауков и уголь. Бывало даже такое, что она откусывала голову мертвой птицы. Случается так, что препараты могут не помочь, а наоборот навредить, тем более в молодом возрасте. И, к несчастью, препарат только ухудшил состояние девушки. И теперь она оказалась в ловушке, поскольку помощи было просить не от кого, кроме как своих родителей. Мольба о помощи заключалась в том, чтобы родители нашли человека, который сможет изгнать из нее демонов, то есть провести ритуал экзорцизма. Попыток было множество, но каждый, кто слышал про это, захлопывал дверь прямо перед носом несчастной семьи. Однако поиски все же увенчались частичным успехом, и в дело вступил пастор Эрнест Альта. Пастор тщательно просил одобрения церкви на то, чтобы провести подобный обряд, но ему было отказано. Девушке лишь посоветовали укреплять свою веру в Бога и вести праведную жизнь. Но девушка и
без того прикладывала все усилия, и все эти советы были неуместны, а лишь вызывали злость. Начиная с 1974 года, Аннелис уже не выглядела как счастливый человек, которая была полна любви, радости и счастья ко всей жизни. Теперь ее жизнь превратилась в адский замкнутый круг, в котором есть шепот демонов, силуэты и эмоциональные срывы, в которых она бросалась на друзей и близких без причины, называя их грубыми словами и насылая порчу и проклятие. Только когда Аннелиза стала избегать религиозных предметов, таких как кресты и святая вода, священники поняли, что она демонстрирует все призраки демонического поведения. Получив достаточно доказательств, служители церкви согласились выполнить сеанс экзорцизма. За 10 месяцев было совершено 67 обрядов по изгнанию бесов, во время которых священнослужители насчитали около 6 демонов: Люцифера, Каина, Иуду, Искарота, Нерона и Гитлера. И каждый был хуже предыдущего. Удерживать девушку во время сеанса было практически невозможно, даже 3 сильным мужчинам, и ее постоянно приковывали. Создалась временная иллюзия, в которой было облегчение. Медленными шажками жизнь девушки стабилизировалась и возвращалась в исходное русло. Она начала посещать церковные службы, молиться Богу еще сильнее. Но в какой-то момент все пошло не по плану, ведь это было затишье перед бурей. Симптомы стали возвращаться, и вдобавок она получила моменты, когда тело полностью парализуется. Пастор возобновил свою работу по изгнанию демонов и проделывал это практически каждый день на протяжении долгих месяцев. Лето 1976 года стало окончательным для Анны. Находясь в плачевном состоянии с наличием истощения организма, пневмонии с температурой, родители пытались помогать девушке вставать на колени и молиться, потому что сама она уже не могла этого делать. Она настолько была без сил. И вот наступил момент, когда демоны взяли верх. В последний раз она решила помолиться, попросила об отпущении грехов, рассказав о своих страхах всем. Она умерла. Судмедэксперты вынесли вердикт: смерть произошла из-за обезвоживания организма и недоедания. Родителям и близким в качестве доказательств предполагаемого безумия были представлены несколько аудиокассет, записи которых были сделаны во время ритуалов изгнания. Самая популярная версия среди медиков заключалась в шизофрении, однако никто так и не смог объяснить, почему медикаменты, которые Аннелис принимала на протяжении нескольких лет, не действовали. Возможно ли, что темные силы были настолько могущественны, что притупляли эффект от лечебных медикаментов? Это, скорее всего, остается загадкой. Суд остался приземленным и решил отталкиваться от фактов, в которых черным по белому написано: обезвоживание, нехватка еды. Родители Аннелизы и пастор понесли наказание в убийстве по неосторожности и сели за решетку на 6 месяцев. Честно говоря, несправедливое наказание в соотношении с тем, сколько пришлось страданий пережить самой девушке. Немецкая комиссия позже официально заявила, что Аннелис не была одержимой. Однако их мнение вряд ли могло сравниться с мнением тех, кто знал девушку, мнением ее семьи, пастора и близких людей. Могила Аннелис — это то место, куда до сих пор приходят, чтобы помолиться за душу девушки, которая осмелилась бороться с дьяволом. Достаточно много вопросов остались без ответа. Была ли Аннелис действительно одержима? Также один очень интересный вопрос связан с фильмом под названием «Изгоняющий дьявола». Большое количество скептиков по сей день считают, что девушка элементарно подражала фильму. Но по словам родителей и друзей, все началось еще за 5 лет до выхода данного фильма. Уже в 1974-м Анна не могла передвигаться без поддержки. Однако, несмотря на этот факт, многие продолжают утверждать, что голоса на аудиокассетах очень похожи на фразы и голоса из фильма. И даже если представить, что все это сцена из театра длиною в года, то какой в этом смысл? Логического ответа просто нету. Друзья Аннелис считали, что их подруга одержима идеей искупления не только своих грехов, но и родительских. Каждую неудачу она воспринимала как ужас и крах, и все это могло привести к собственному самовнушению, будто демоны захватили ее разум. Даже сами церкви не пришли к выводу, что же все-таки происходило с девушкой. Может сложиться впечатление, что девушка не была одержима, но приписывать к ряду лжецов никак не получается. Вот такая вот история. Огромное спасибо каждому, кто досмотрел данный ролик до конца. Обязательно подпишитесь на наши YouTube и Telegram каналы, поставьте лайк и
помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.